Привет, народ. Наконец-то увиделись. И первый вопрос ко мне, конечно же, чё это так долго ничего не было? Ответ на самом деле прост. Я был на больничном. А горло, знаете ли, не всегда расположено к работе, когда с ним не все в порядке. Сегодня будет реакция. Реакция на песню, которая уже была на этом канале, но в тот раз это было живое выступление Дианы. Сегодня же студийка, которую мы с удовольствием послушаем. Да и то видео было технически запорото частично, поэтому ремейк, он просто необходим был. Песня «В твоем городе». Я в январе, и белый пожар в твоих словах, о себе и в окнах домов, незнакомых мне. На дороге мы постоим, и там ты сожмешь запястья мои, и я захочу, о чем молчали губы твои. В твоем городе белый снег еще белей, еще темнее в городе, где ты живешь и солнца ждешь. В твоем городе белый снег еще белей, еще темнее в городе, где ты живешь и солнца ждешь. Руки возьмут мое тепло и по дорогам понесут, а ветер заставит снегом закрыть глаза. И ты наугад войдешь в новый день, и там на снегу уснет моя тень, и ты позовешь солнце в жизнь свою. В твоем городе белый снег еще белей, еще темнее в городе, где ты живешь и солнца ждешь. В твоем городе белый снег еще белей, еще темнее в городе, где ты живешь и солнца ждешь. В твоем городе белый снег еще белей, еще теплей. В городе, где ты живешь и солнца ждешь. Классно. Во-первых, учитывая, какая была недавно сумасшедшая жара, я бы в этом городе тоже хотел оказаться сейчас. А во-вторых, что я говорил вам в прошлой реакции? Я отмечал там барабаны, да, в последней песне Дианиной. И вот здесь они справляются на ура с акцентами в припеве. Бах, в твоем городе. Это круто. Это круто. Это должно будоражить, и это будоражит. Инструментарий отличается от минусовки, которая играла на концерте. Он расширился. Мне вообще нравится обработка, стилистика, общая концепция последних песен Дианы, альбомных, ожидаемого альбома. То, что присутствует гитара обязательно, народные инструменты, даже если играет не фолк. То есть вот эта песня, например,
не фолк, но тут флейта. Флейта, которая очень хорошо подчеркивает драматизм песни. Я уже в прошлый раз отмечал, припев прикольный, к которому Диана подходит с нарочито сдержанными эмоциями, в голосе которой все равно читается некая тревога, грусть, может быть, даже какие-то сомнения. Но это я так вижу. И далее происходит надрыв. Правильно поставленный, прямо суперски поставленный. В твоем городе белый снег еще белее. И далее по тексту. Диана нас убеждает, что все-таки в твоем городе снег белее, в твоем городе снег теплее. И не верить в это нет никаких причин. Я долго сидел и пытался понять смысл текста. Ладно, на самом деле недолго, но это было непросто, так как каждая строчка тут прям таки сплошь метафора, никто вам прямое направление не укажет. Пришел я к выводам, которыми сейчас с вами поделюсь. О чем же эта песня? Вероятно, о расставании, но суть не в этом. Расставание по какой причине? Я в январе, и белый пожар в твоих словах о себе и в окнах домов, незнакомых мне. Говорит девушка. Очевидно, это диалог, невербальный даже, девушки и парня. С одной стороны, январь, холод, заснеженный город, как нам демонстрирует видео, в котором находится девушка. И с другой стороны, молодой человек, который всего этого не замечает. Для него в этот момент жаркое лето. Он в этот момент окутан пламенем задора. Важная строчка. И белый пожар в твоих словах о тебе. Теоретически можно было эту песню оценить, направленность этой песни оценить как позитивную. Но слова «белый пожар» и «о себе», не о тебе, заметьте, не о тебе, о себе, опровергают эту направленность. Песня, как мне кажется, о противопоставлении реальностей, настоящей и воображаемой. Или противопоставлении непонимании, неприятии чужой. Может быть, они даже обе ложны, хотя из контекста следует, что девушка уверена, что ее реальность есть истина. Город, на самом деле, это выдуманная вселенная молодого человека. То, как он видит вокруг себя мир. Дома — это мысли, положения, объекты, которым он дает понятие, описание, в окна которых, когда заглядывает девушка, она не находит там ничего знакомого, ничего родного. Все это ей чуждо. Там пожар. У нее зима и январь, холод. А там бушует пламя. Она не понимает, почему у нее так, а вот у него так. На дороге мы постоим, и там ты сожмешь запястья мои, и я захочу, о чем молчали губы твои. То есть молодой человек-то пышет энергией, идеями, ожиданиями, и он что-то делает, что-то думает, что-то говорит, и говорит много, по всей видимости, но все это не то. Все это в пустоту. О самом важном, о самых главных вещах его губы даже не дрогнули. И только после того, как произошло прикосновение, реальное, то, чего и хотела девушка, только тогда связь между ними, возобновилась. Они снова почувствовали, что в этот момент находятся в одном и том же месте, в одном и том же мире, в одной и той же вселенной, что чувствуют друг друга на самом деле. В твоем городе белый снег еще белей, еще теплей, в городе, где ты живешь и солнца ждешь. Учитывая, что песня грустненькая, эти строчки не стоит воспринимать буквально. Это ирония. В городе молодого человека, в его вселенной, и снег белее, и теплее, и небо голубее, и трава зеленее. Вы знаете, да? Понимаете. И солнце-то он ждет. Восставшее солнце — это цель конечная. Это день, который он все это время представляет у себя в голове. Что все будет именно так, как захочет он, как хочет он. И он в этом дне центральное лицо.
Все это со слов девушки. Руки возьмут мое тепло и по дорогам понесут, а ветер заставит снегом закрыть глаза. То есть зима-то продолжается. Зима продолжается, никуда она не делась. Метель застилает глаза. Ветер это вера. Снег это ложное представление. И ты наугад войдешь в новый день, и там на снегу уснет моя тень. И ты позовешь солнце в жизнь свою. Вот. Наугад тут главное слово. То есть человек ослеплен. Он не понимает, что он живет в двух реальностях. Он несет тепло девушки, настоящее, путеводное, которое исходило вот именно от нее. Он несет его ненароком. Он его распространяет вокруг себя, пока совершает свой путь к мечте. Но его поступки, они не обусловлены и не соотносятся с настоящим положением дел. Он ослеплен. И однажды, войдя в новый день, он рискует обнаружить только спящую тень девушки. Ему останется только продолжать надеяться на пришествие своего так называемого долгожданного солнца, которое он так верит, и которое придет или не придет, одному Богу известно. Как-то так, господа, я интерпретировал эту песню. Песня в твоем городе, как мне кажется, ну, по моему мнению, просто супер. Не только музыкально и вокально. Если в текст действительно был заложен тот незримый смысл, который я вам сейчас поведал, мне остается только снять шляпу перед Фаней Шандаларжевой. Другое дело, что станет ли докапываться каждый встречный поперечный до сути песни. Это уже не так важно на самом деле. В музыкальном искусстве главное, чтобы песню было приятно слушать. Если она еще и пищу для ума тебе дает какой-то, то плюс ей только в копилку к остальным достоинствам. А слушать в твоем городе тоже мне очень приятно. Мне легко, мне эта песня нравится. Не знаю уж как вам, вы там сами для себя решите. Тема-то поднятая в песню злободневная. О недопонимании между людьми, о людях, которые смотрят на мир только через призму своих очков и не желают слушать других, ни под каким предлогом. И этих взглядов на абсолютное счастье человеческое 1000 разных вариантов, и каждый считает, что только его истинное, забывая, что счастье бывает только личным, то, которое человек выбрал сам, и любое навязывание бессмысленно, оно скорее даже навредит. Вот бы нам построить такой город, где все действительно белее, теплее, где мы можем спокойно солнце ждать. Восход солнца — это пришествие Дианиного успеха, Дианиного счастья. А как такой город можно построить? Как Диане создать такие условия, в которых она спокойно могла бы его найти? Конечно же, чистыми помыслами, самоотверженной работой, людей умных, талантливых, не всегда талантливых, но трудолюбивых, обязательно, вдохновленных творчеством Дианы, конечно же. И начать можно, например, знаете с чего? С того, чтобы присоединиться к сообществу Дианомании ВКонтакте, где вы можете узнать много нового, где мы делаем всякие полезные вещи, где происходит полноценная поддержка Дианы. Ссылка на наше сообщество находится в описании, кстати говоря. Но это было такое малюсенькое вступление к возобновлению деятельности канала после долгого перерыва. Ждите последующих реакций, ждите крупное видео обязательно, подписывайтесь на официальный канал Дианы, если все еще этого не сделали, заходите туда, оценивайте ее труды, комментируйте, делайте все, что нужно. Не мне же, как говорится, вас учить. И до встречи, народ. Скоро увидимся. Пока.